В этом видео вы узнаете 3 правила, как быть настоящей любовницей. Первое правило, самое важное. Любовница от слова «любить». Мужчина идет к любовнице за любовью, а именно за эмоциями, которые можно получить в этом влюбленном состоянии. Он идет к любовнице за сексом. Секс – это инструмент получить эмоции. Итого мужчина идет к вам за эмоциями через чувство влюбленности. И ваша задача тоже быть в этом временном союзе, или он может перерасти в постоянный, по любви. Если любовница действительно испытывает чувства, действительно есть какая-то эйфория, привязанность умеренная, раскрытие чувств, эмоции зашкаливают, если все это вы проживаете с этим мужчиной, то он получит от вас, будет вот этот обмен, который он ищет. И тогда он будет действительно вас ценить, насколько можно ценить любовницу, стремиться к вам, будет долго с вами, вы будете получать то, что вы хотите. Но если любовница с мужчиной сама не испытывает всех этих чувств и эмоций, то эта фальшь рано или поздно начинает считываться мужчиной. Он как бы приходит, а уходит голодный. Приходит голодный и уходит еще немножко голодный. Как мы, когда сидим на диете, нам говорят, уходите из-за стола с легким чувством голода. Насыщение придет через 15 минут. Так вот, с мужчиной такого не будет. Он придет голодный, любовь не испытывает сама любовница, вроде что-то поел, физически что-то случилось, ушел голодный, туда, где дальше голод по этим эмоциям. Ваша задача чувствовать самой влюбленность, любовь, эмоции, и тогда мужчина будет питаться от вас и насыщаться тем, что ему нужно. Если вы в роль любовницы вошли уже влюбленная в этого мужчину, то ваша задача сделать это немножко преувеличенно, фокусировать ваше внимание на всех деталях, мелочах, где проявляется вот это ваше чувство, как будто у вас фонарь в руках, и ваша задача покрутить его настройки таким образом, чтобы он стал светить не широко, а ваш фокус внимания, ваш фонарь станет светить узко и подсвечивать вам самой те моменты вашего контакта, общения, где вы максимально испытываете эту любовь к нему. Например, он дотрагивается до вас, а вам приятно. Представьте, что вы сейчас все, что фон, как бы стираете, перестаете замечать и фокусируете ваше внимание на том, что вот лежит его рука, и вам приятно. Или он дотронулся до ваших волос, то же самое, весь фокус внимания на это действие. Или он принес вам цветы, а вам приятно, весь фокус внимания на это действие. Когда вы будете сами в себе таким образом усиливать ваши чувства, обращать на них все ваше внимание, вы будете больше проживать эти чувства, и он будет больше от вас питаться этими чувствами. И тогда вы будете действительно хорошей любовницей, потому что ему будет что взять у вас, зачем он к вам идет. Это очень важно. Почему я рассказываю об этом? Не просто как психолог, у меня есть свой личный опыт. Я была любовницей женатых мужчин несколько раз. И один из этих разов закончился нашей счастливой совместной семейной жизнью. Я уже 10 лет живу с этим мужчиной, у нас семья, 2 замечательных детей, и поэтому я на своем опыте знаю, что есть хэппи-энды, и это не исключение, и это не редкость. Потому что в этой теме бесполезно выводить какие-то правила, какие-то формулы. Есть формула 90% любовниц остаются любовницами, и только 10%, а кто-то может сказать вообще 1%, доходит до продолжения. Здесь нет никаких формул, никто статистику не ведет. Это все вымышленная информация, которая кому-то удобна, поэтому ее используют. На самом деле каждый случай уникален, как и с женами каждый случай уникален, но побывав в роли любовницы, причем неоднократно, и побывав в роли жены однократно, я знаю из личного опыта, что действительно может эффективно помогать находиться в этой роли с максимальной пользой для себя. В этом видео вы узнали первое правило настоящей любовницы, есть еще второе и третье. Отдельными видео записаны, и внизу в описании под видео вы можете найти ссылки, чтобы перейти и посмотреть второе и третье. Также у меня есть видео на тему 3 правила настоящей жены.
Опять-таки, потому что мне хорошо знакомы обе эти роли. Если вам понравилось видео и если оно вам полезно, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, чтобы другие женщины тоже смогли его увидеть. Подписывайтесь на канал, приходите в гости. Если есть вопросы, смело пишите их внизу в комментариях. Я регулярно захожу в комментарии, читаю с удовольствием ваши вопросы и рада на них ответить. До встречи. Пока.